Я в прошлом видео вам показывала вот эту рубашку от Enaza Stories и покажу вам ее, с чем я сочетаю. Сегодня на мне вот такой чокер от Ульяшки моей, это она мне связала. Если хотите связать такой же, переходите на ее канал, у нее есть свой канал про вязание крючком. Там чокер, еще много всего интересного. И смотрите, под эту рубашку я надела вот такое вот майка. Актуальный, мне кажется, вообще оно может быть всегда актуальным, зависит от вашего стиля. Я купила в том году в КОС, но они есть до сих пор у них и есть еще в новых цветах. И привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. И сейчас, внимание, все, кто хочет сразу про парфюмы, пожалуйста, переходите во вторую часть видео. Сейчас я немножечко хочу с вами поговорить и поделиться, открыться, так сказать, вам, потому что я так понимаю, что те, кто на меня подписан, да, вам близка я не только в плане рассказов про парфюмерию, да и вообще, наверное, когда ты смотришь постоянно блогера, вряд ли тебе вот интересны только парфюмы. Напишите мне, ошибаюсь я или нет. Наверное, вам интересно что-то большее. И вот на эту тему я хотела с вами поговорить. Дело в том, что я случайно стала блогером, парфюмерным тем более. Я застряла в ковид, на карантине, боже мой, вот это слово, на карантине я застряла. Я думаю, вы все застряли. И мне хотелось что-то делать. Я была вообще одна. Муж у меня застрял в Таиланде, в Бангкоке. Моя мама в этот момент была во Вьетнаме, но мы живем в разных городах. Просто забавно рассказываю, как получилось. Брат у меня с Ульяшей моей, они застряли в Португалии, где они в итоге остались жить. Они туда вообще в отпуск поехали, да, на секундочку. И я была одна. Я была просто одна, и я не страдала, не подумайте. То есть я не была в отчаянии, мне было нормально. Но мне хотелось чем-то заняться. Что я умею делать? Я умею снимать, я не боюсь камеры, я умею на нее рассказывать интересную информацию, без стеснения. И я завела сначала один блог, там было все подряд, просто все было вперемешку, и сейчас там все так. И видео про парфюмы залетело, и я их выделила на отдельный канал. Не знаю, как мне это вообще пришло в голову, но идея была отличной. И вот так вот родился мой парфюмерный канал. Знаете, почему я очень скучаю? Я всегда любила парфюмы, всегда запахи. Вообще у меня один, видимо, из ведущих каналов – это обоняние. И я всегда их обожала. Но я так скучаю, поэтому вот вы меня сейчас поймете наверняка. Когда-то у нас у всех было по 2-3 флакона, да, мы не родились с огромной коллекцией. И вот это чувство, когда ты в аромате живешь, когда он сопровождает тебя каждый день, с тобой происходят разные события, он становится якорем. И, знаете, вот этим ароматом пропитаны вот твои вещи, пропитаны твои шарфики, перчатки, шапка, верхняя одежда. Твой кот пропитан этим ароматом, да, каждый день ты его берешь, и на нем остается этот парфюмерный след. Мне просто часто муж берет котов, а они какими-то парфюмами все пахнут. Вот. И вот я так скучаю по этому ощущению, когда парфюм – это не просто запах, это часть жизни, которая сопровождает ее, который тебя подбадривает, когда тебе грустно, который вот твой, ты прям узнаешь его, что это твое, понимаете? Вот я так скучаю по этому моменту с огромным количеством парфюмов, когда практически каждый день новый. Этого не происходит. Этого даже часто, если на одежде сохранился парфюм, я ее стираю, потому что, чтобы не противоречил какому-то другому. То есть может одежда быть совершенно чистой, но если на нее попал аромат, я все равно ее стираю, потому что невозможно носить точно так же и с верхней одеждой, и с аксессуарами. Нет уже вот этого, да, когда вокруг твой аромат, когда ты уходишь или заходишь, и все знают, что это ты пришла. Какой-то парфюмерный след чую. И вот я поэтому очень скучаю, правда. И сейчас наступил какой-то такой момент у меня. Возможно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Кстати, я там это рассказывала.
у меня после вот всех пережитых эмоций, всех пережитых стрессов за 3 года, последний стресс это был наводнение, после всего вот этого у меня была тревога очень сильная, да, изматывающая. И у меня не было энергии, я даже не думала о том, что что-то надо менять, начинать новое. Меня даже эти мысли напрягали и пугали. А сейчас у меня появилась уже чуть-чуточку энергии, и мне хочется что-то изменить. Поэтому я думаю, что на этом канале будет появляться больше вот таких разговорных видео. Возможно, будут видео про стиль жизни. Да? Я вообще сейчас объясню. Я не люблю стилистов. Не люблю вообще, когда чтобы мне кто-то или кому-то говорил, как можно одеваться, как нельзя, как надо. Типа вот это вот вообще все вышло из моды, это выбросите. Вот это вот наденьте, это вошло в моду немедленно, давайте быстренько все это купим. Я не люблю стилистов. Я считаю, что гораздо круче, когда человек выработал сам свой стиль. Понимаете, любой, вот кого вы видите, это его стиль. Он отражает его жизнь. Даже если вам кажется, что вообще человек надел первое, что попалось под руку, но это стиль жизни такой для человека. Да? Для него не важно, значит, вот эта часть. Это тоже можно проанализировать, и вы поймете, да, кто этот человек перед вами. И это значит, у него другая какая-то часть жизни занимает его больше. И, возможно, да, вот там он и находит круг общения и так далее. Да, и это очень на самом деле важно, чтобы одежда, вот то, как мы себя презентуем, да, как бы это громко не звучало, потому что иногда я понимаю, что некоторые, кто ходит к стилисту, думают, что вот кто-то одет черти как его можно сказать, что, как про него можно сказать, что он себя вообще презентует. Презентуем мы себя, мы все немножечко персонажи какого-то фильма, сценария. Да, это сама жизнь, это сама жизнь. Но поверьте мне, когда художник по костюмам с режиссером придумывают, как будет одет персонаж, они исходят из его личных характеристик. Они не исходят из того, как бы ему получше себя презентовать. Самое главное, чтобы это выражало его внутренние черты, стиль жизни. И поэтому я не люблю стилистов. Мне гораздо интересней смотреть на человека, на то, что он сам из себя создал. Вот правда. Я не считаю, что есть какой-то плохой вообще стиль одежды. Не может этого быть. Вот потому что вы, например, смотрите на человека и думаете, черти что, да, кошмар какой-то там, неважно по каким критериям, не ваш человек. Все. Понимаете, как просто? Другой человек смотрит, и у него, допустим, вообще этих мыслей не возникает. Он что-то другое заметил, и его заинтересовало, и он потянулся. Его человек. Понимаете? И это очень важный момент. И мне кажется, что стилисты могут вмешиваться в этот естественный ход жизни и мешать ему идти своим чередом, притягивать именно своих людей, притворяясь кем-то суперстильным, модным, актуальным. Поэтому не про стиль одежды. Конечно, я буду рассказывать, я вот в предыдущем видео рассказывала, и мне хочется больше этим с вами делиться. Вот в чем дело. Я понимаю, что это видео не тематическое. Напишите мне, правда, это важно. Вы приходите сюда, вот если это правда так, что вам интересно только парфюмерия и ничего другого, напишите мне это важно знать, хотя бы чисто статистически. Возможно, мне стоит выделить это в другой канал, да, вернуться, вот у меня есть уже один личный канал туда, либо вообще создать новый, вот исключительно по этой тематике, и я в раздумьях. И мне важно ваше мнение. Я понимаю, что кто-то все равно это будет смотреть, кому-то из вас это интересно. И я думаю, вам даже все равно на этом канале, на новом, вообще без разницы. Но мне интересно, сколько таких людей здесь, стоит ли это делать на этом канале. Я знаю, что это мой канал, я могу делать, что хочу, я это все знаю. Просто мне все-таки важно, да, мне важно, чтобы это подходило под запрос, да, чтобы у нас совпадали. Мой запрос это делать. Я хочу, чтобы люди, да, которые хотят того же самого, хотят смотреть это, чтобы их было больше, чтобы они меня могли найти.
Если на этом канале видео будут проваливаться, то эти люди не придут. Просто YouTube не будет рекомендовать, если он будет видеть, что на таком канале, да, 12 тысяч, и там смотрит это 200 человек, YouTube будет понимать, что видео неинтересное и будет его задвигать. А на новом канале, возможно, он будет его просто предлагать другим людям. Я вот вам сейчас немножко погрузила вас в ютубную тему. Друзья, вот мне это важно, пожалуйста, напишите. И, соответственно, про парфюмы я стала думать и про всю свою коллекцию. Уже в одном из предыдущих видео я тоже коснулась этой темы, что вот есть у меня такой костяк, ось моей парфюмерии. Я подумываю, что же мне делать со всем остальным. Мне не нравится, что оно все стоит. Да, я боюсь, что оно как минимум может испортиться. Это правда так. У меня нет специальной какой-то комнаты с нужной температурой. Я живу в таком климате, где бывает очень жарко, зимой холодно. Для парфюмов это вообще не очень хорошая ситуация. Конечно, мы включаем кондиционер. Но все равно, да, бывают моменты, когда мы ушли из квартиры на несколько дней, даже уехали, и мы выключаем его, естественно, и все нагревается. Я же не могу их на 4 дня с собой везде таскать, все парфюмы. Тоже для них не полезно, вот эти все переезды. И поэтому я стала подумывать, я еще ничего не решила, у меня есть только 2 идеи. Первая, это очень тупо, все просто продать, что я не ношу. Но это очень сложно, когда я заглянула в свой парфюмерный шкаф и стала, так сказать, пытаться кого-то выселить, у меня прям рука не поднимается. Сейчас я прихожу к такой мысли, опять же, да, еще не окончательно. Я вот прям с вами искренне делюсь тем, что у меня сейчас происходит. Я думаю, возможно, я буду делиться своей коллекцией. Конечно, я нахожусь в Испании, буду делиться вот с теми, кто здесь живет. Максимум, может, в Португалию когда-то я смогу, потому что я туда летаю сейчас очень редко, но я туда летаю, и когда-то смогу и туда привезти, да, и тоже отправить по каким-то португальским городам, возможно. Но это все пока на уровне идеи, да, насчет моей парфюмерной коллекции. Вот так вот. Обязательно поделитесь в комментариях, что думаете по поводу этого всего. И переходим к ароматам, которые отражают меня, отражают мой образ жизни, которые точно мне нужны. Я вот про них, кстати, я вот думаю, вот я бы точно не продала эти флаконы, но я думаю, стала бы я ими делиться, потому что делиться я, опять же, не всеми хочу ароматами, да, только теми, которые вот не очень, вот они очень приятные, они очень крутые, но они как будто не про меня. Иногда такие, я думаю, что часто, когда у человека большая коллекция, и человек покупает просто потому, что очень приятный, шикарный, необычный аромат, чем-то зацепил. Но отражает ли он как-то его образ жизни, я не думаю, что все ароматы. И у меня, конечно, такие же есть. Но, опять подчеркну, я бы тоже их не стала отдавать полностью, да, флаконами, продавать, отдавать, но поделиться и оставить себе какое-то вменяемое количество, которое я правда смогу все равно рано или поздно доносить, я бы хотела. Или вдруг что-то изменится, и вот этот аромат вдруг начнет соответствовать мне, моему образу жизни. Все, давайте начнем. И первый аромат, о котором я хотела бы рассказать, прям после того видео, вот, где я про ось коллекции рассказывала, я взяла вот этот. Я понимала, что он вообще должен быть в этой подборке. Это Yves Saint Laurent Libre. У меня 2 версии Le Parfum и Intense, мои любимые версии. Le Parfum, там немножко заметней Fleur d'Orange, от чего этот аромат чуть-чуть уходит больше в такую кремовую, уходовую тему. Нет такого явного аромата лаванды, потому что в версии Intense там аж заявлены и в верхних, и в средних нотах, то есть там прям такая явная напирающая лаванда. Le Parfum поспокойней. И вообще Le Parfum, знаете, немножко мне напоминает открывшийся Libre Intense. Это ароматы, которые для меня исключительно на жаркую, теплую погоду. Вот у нас было плюс 26, да, уже хорошо было, прям такой теплый ветер, потому что в холод
Ну вот Le Parfum еще как-то можно, но Intense, допустим, он ну так на мне вот эта выпирающая лавандовая нота, она просто все перебивает, и какая-то ваниль звенящая. В общем, на мне аромат не открывается так красиво. Все вот эти ароматы, которые отражают меня, мой образ жизни, они все во флаконах. Еще почему у меня такой, что-то я в отливантах беру, а что-то во флаконах, я поняла. Вот когда аромат, я понимаю, что это прям мое, он всегда у меня во флаконе. Ну, тут немножечко, да, такой момент. Все щуки рыбы, но не все рыбы щуки. Это логическая цепочка. Здесь точно так же. Если аромат меня отражает, то он у меня во флаконе. Но не все ароматы, которые у меня офлаконены, отражают мою суть, мою жизнь, мой образ. Вот так вот. В общем, и Грис Шарнель, я догадалась, добавить, вы знаете, громче начинает звучать сандал Грис Шарнель. А эти ароматы, они смягчаются, становятся глубже и как будто бы приобретают такое нишевое звучание. Вот. Как же меня отражают эти ароматы? Это, знаете, это такая роскошь однозначно, но есть в этих ароматах независимость. Вот я полностью согласна с рекламой этого аромата. Такой внутренний огонь, энергия достигаторства. И вот это правда, правда, есть во мне такая часть, она не абсолютно занимает всю мою личность, но она однозначно присутствует. Когда что-то для меня важно, друзья мои, я просто могу преодолевать что угодно, проходить сквозь стены, не замечать неудобства, холода, голода, просто идти вот туда, куда мне нужно, не сдаваясь. Вот есть у меня такая черта, но это надо именно, да, вот то, что именно мне важно. Я никогда не буду ничего никому доказывать. У меня этот этап прошел, конечно, у меня был, как у всех людей. Это нормальный этап взросления, когда хочется там вот, не знаю, доказать каким-то важным фигурам, да, это может быть какой-то такой собирательный образ общества, типа доказать обществу, что я не хуже остальных. У меня давно это прошло, потому что это меня не делает вообще ни на капельку счастливее. Я это проходила. Когда даже ты получаешь вот то, что хотела, чтобы всем доказать, я не чувствовала ничего. Ничего. Если еще очень много затратила на это энергии, не дай бог здоровья и времени, такое опустошение, такая бессмысленность. Поэтому, конечно, я должна признаться, что я работала с психологом, и эти все выводы, да, они сделаны после саморефлексии. Не обязательно мы это в кабинете с психологом обсуждали. Я поняла, что мнение окружающих, оно, конечно же, не пустой звук, но сказать, что прям вообще пустой звук, это было бы соврать. У меня есть люди, к чьему мнению я могу именно прислушаться. Я никогда не буду делать, потому что не хочу кого-то разочаровать, потому что именно я прошла этот этап в своей жизни, когда мне подруга давала гениальные советы. После ее советов я решила, что да, я должна пойти и сделать одну не очень, потом впоследствии не очень хорошо мне аукнувшуюся вещь. Ну, типа я должна была, вот, знаете, вот честно, вот так вот по чесноку пойти ее сделать. Я сделала. Ну, ку-ку, значит, с последствиями осталась я, конечно, одна. Никакая подруга не будет потом с вами разруливать последствия ваши, потому что вы сами это сделали, ну, в твоем случае тоже я. Она может даже там посочувствовать вам, еще что-то, немного помочь вам, но она не будет это решать, вам придется решать. Или, допустим, если вы после этого эмоционально куда-то упали в какую-то, не знаю, яму, депрессию, стресс, никто с вами не будет сидеть 24/7 и держать вас за руку всю оставшуюся жизнь или пока вы из этого состояния не выйдете. Не будут эти люди, которые дают вам эти гениальные советы.
Нет. И даже больше скажу, эта подруга в такой же ситуации, когда оказалась, она своего совета не послушалась. Она сделала все хитрее и удобнее для нее же. Так что, друзья мои, я вообще не обвиняю, да, эту подругу конкретно вот в этой ситуации. Сейчас уже не обвиняю. Но это был такой для меня урок, прям такой урок, что я навсегда это... Я в следующий раз, когда вот у меня, знаете, на весах послушать мнение, да, или сделать так, как мне удобно и хорошо, или вот так, чтобы обо мне человек сохранил хорошее мнение. Я всегда помню, что никто не будет за меня разгребать все последствия, как ментальные, эмоциональные, материальные, финансовые, нам и все остальные. Всегда помню об этом, да, такая практическая моя часть всегда мне об этом говорит. И то есть я всегда взвешиваю. И, знаете, пока еще не было такого, чтобы мнение человека перевесило вот это вот все. Я вообще поняла, что если люди меня правда любят, или вот я люблю человека, вот, ну всегда найдешь оправдание. Вот, всегда ты его находишь. Да, я не говорю сейчас, если человек лично, ко мне бы, да, как-то, не знаю, по лицу бы меня вот так вот отхлестал, и конечно же, все, до свидания, все закончилось. Я насилие не приемлю над собой ни в коем случае. Я имею в виду, что вот не относительно меня человек как-то поступил, и когда это мне близкий, родной человек, всегда ему находишь какие-то оправдания. Сейчас опять же, да, давайте не уходить куда-то там. Я не имею в виду, что если бы оказалось, что мой близкий человек маньяк-убийца, я бы нашла, чем его оправдать. Нет, в этом случае уже другие работают законы. А вот я имею в виду, просто что-то в рамках общепринятых, да, норм таких, нормальных. Типа, давайте вот возьмем для примера. Я, допустим, считаю, что оголяться в интернете нельзя. Вот, например, это на самом деле не так. Я считаю, что если кто-то хочет оголиться, вообще нормально. Например, я вот такая ханжа, считаю, что нельзя оголяться. И вот моя подруга просто сделала фотосессию ню и выложила ее. И зная, причем мое мнение, выложила. Вы что думаете, я перестану с ней общаться? Вы думаете, я ей буду говорить, вот, как ты могла? Поверьте мне, нет. Я честно, я ее пойму, я ее спрошу, почему, зачем. Она мне объяснит наверняка, зачем-то ей это нужно было. Я ее пойму, я даже ей лайк поставлю, потому что это моя подруга, ничего в этом такого нет. Они не должны соответствовать моим принципам, потому что я ее люблю. При этом какая-то другая, может быть, это сделала не мне, да, близкий человек. Я бы сказала, господи, что ж тебе, больше нечего показать, покажи свой интеллект, женщина. Вот. Но опять же, друзья, это пример. Давайте дальше. Дальше есть аромат, который я 100-500 лет опять же не носила, но носила бы, если бы у меня не было такого количества. Это снятый Adults от Kilian. Сладкий, молочный, немножечко зеленый инжир и сандал. Сандал немного рассольный, и есть нота фиалки. Она придает этому аромату такую элегантность. Здесь фиалка как свеженапечатанная продукция. То есть, такая, скажем так, не хочу, нет, я не буду, хотела сказать минеральность, нет, минеральность я не люблю, я не очень такие ароматы выношу. Здесь нет, именно фиалка. Это для меня очень чувственный, сексуальный аромат, но, опять же, немножечко в нем есть такой, знаете, неприступности. Вот эта фиалка ему дает элегантности, то есть не наружу, не на показ. Все намеками, в полутьме, в сумерках мы встретились. Я, значит, своим шлейфом окатила, и, значит, вот такая вот история, друзья мои. И еще один аромат, который на каждый день. Я могла бы вот такой аромат надеть на свидание. На свидание это все-таки, да, что-то более такое близкое общение предполагает. И мне кажется, в этот момент аромат не должен вообще отвлекать. И не должен... Я такой человек, я же человек закрытый, да, не будем об этом забывать. Наверное, вот поэтому я бы надела такой аромат, который
не будет сразу же ничего обо мне рассказывать. Потому что, возможно, да, я и не хочу о себе сразу что-то заявить. Возможно, я хочу уйти в неизвестность непознанной, неопознанным летающим объектом, ходящим объектом. Вот такой я человек. Поэтому я бы такой аромат надела на свидание, на первое. Ну, возможно, на второе. И, возможно, все остальные тоже. Потому что этот, знаете, он очень интересный. У него шлейф такой фруктово-персиковый, мягкий, с уходовыми нотками, но вблизи чувствуется кашмиран. Предупреждаю, кто-то говорит, что тут тряпки. Я не слышу никаких тряпок. Возможно, опять же, зависит от кожи. Для меня это такой теплый, пушистый, очень уютный кашмиран. Человек, который все-таки, да, меня обнимет, близко ко мне подойдет, он почувствует вот эту вот теплую пушистость мою. А те, кто нет, они, пусть наслаждаются вот этими нотами прекрасного, опять же, элегантного, тонкого, такого персикового уходового средства. Тоже неплохо, знаете ли. И еще один аромат, который, я бы сказала, вот немножечко из этой серии, он тоже на каждый день. Я бы его тоже, кстати, могла надеть на первое свидание, но тут грейпфрут. Тут, по-моему, даже заявлен юсу, но для меня это то же самое, что грейпфрут, такой горьковатый, цитрус и белый мускус в базе, еще пудровость. Вот, в аромате очень красивая пудровость, но для меня это исключительно аромат на весну. Можно, наверное, даже зимой можно, если вы любите зимой цитрусы. Я вот его не могу носить в тепле, в жару. Вот какая-то база вылезает в аромате. Вот насколько он мне нравится, меня к нему тянет весной или вот в прохладную погоду, настолько же просто невыносимо в жару. Ну, что-то такое липкое в базе появляется. Не знаю, что. Ну, они по характеру вот похожи. Такой же шлейф, чтобы уйти загадочно непознанно. И какой-то пудровый грейпфрут. Ну, тут уж представляете, аж целых два. Вот я еще один не успела чуть-чуть закончить. Это Муск Royal Муска Микалев. Это у меня парфюмерная вода, а это версия Нектар я заказала. Этой версии очень много лет. Я не могу допользовать свой любимый аромат из-за всех вот этих вот моих жизненных коллизий с моей парфюмерным увлечением. И, друзья мои, он просто великолепен, он шикарен. Но я купила новую версию на официальном сайте в Тревеле, и это вообще другое. У нее такая какая-то дурацкий старт, вообще какой-то непонятный. Вот те, кто... Я слушала, когда блогеров, да, вот сейчас про современные версии они рассказывали. Я думаю, у них, как они не чувствуют, что они рассказывают, где они это находят. В новой версии, в старой ничего подобного не было. Она стартует немножечко, у нее есть такой оттенок, как будто бы не роли, да, хотя это здесь не заявлено, но такое что-то очень свежее с цитрусовыми оттенками. Здесь заявлен персик и малина, но вот их я практически не чувствую. Для меня тут какая-то абстрактная есть фруктовость и пушистый мускус про чистоту, про крем для тела, про гель для душа очень дорогой, то есть про какое-то уходовое средство. И нектар, вот этот современный нектар, он звучит ближе вот к той старой парфюмерной версии. Очень сильно были похожи раньше нектар и парфюмерная вода. А сейчас нектар как будто остался таким же, а парфюмерную воду поменяли. Конечно же, моя любовь – это творчество во флаконе. Это я ношу на себе, хоть дома, хоть куда-нибудь, да, когда мне нужно определенное настроение и состояние ума и тела, когда мне надо расслабиться, не переживать, не тревожиться, но при этом суметь сконцентрироваться, сфокусироваться на чем-то, что для меня важно в данный момент. Это Идиль от Guerlain. Вот это такой аромат. При этом
он как будто поднимает энергию во мне. Я уверена, что он не может действовать на всех одинаково. Я даже не знаю, чем он так на меня воздействует, какими нотами. Я знаю, что никакими нотами, дело не в нотах, дело вот в том, как это все собрано. В аромате одновременно есть свежесть. Тут, кстати, пачули, вот мне кажется, они мне все время туда уносят. Как будто я нахожусь на берегу пруда, но это такая нереальная картинка. Очень яркие цвета, но при этом там сумерки. Я, кстати, люблю какие-то ароматы такие про сумерки больше. Там сумерки, но как будто бы вот на цветокоррекции выкрутили, знаете, на максимум, и все цвета очень яркие. Если это зеленый, то прям он такой насыщенный, даже куда-то больше в изумрудный такой цвет. Нереальный цвет вообще, да, на самом деле для травы, для деревьев. И вот все вот так вот синий, он такой глубокий, да, синий, такой практически, да, в черный уходящий цвет, вот этот пруд. И Офелия, значит, в этом пруду собирается топиться. А я, значит, ее этот... Офелия, не надо, давай лучше с тобой снимем рилс. Я придумала, у меня есть для тебя классная идея. Вот куда-то туда, понимаете, меня уводит этот аромат. Это L'Instant Magique. Тоже, кстати, с этим парфюмом. Я купила с рук версию в пчелках, вслепую, гонялась за ней, нашла, купила, пшикнула. И такая, а что это вообще такое? И прям, знаете, я себя останавливала, чтобы не разочароваться. Я сначала вообще не поняла. Я даже не могла понять, чем это пахнет. И то, как это описывают на фрагрантике, блогеры, это все было так всегда по-разному. Я помню, что это вот просто что-то, такое волшебное, такое, какая-то пудра, там, тра-та-та. Я ничего не понимала. И сейчас я даже вам не могу это вот описать, это надо пробовать. Тут есть пудровость, тут есть вот, особенно в современной версии, есть цитрусы, есть миндальная пудра. И косметическая тоже пудра тут есть. И есть тут, кстати, в современной версии еще амброксан, за что она мне нравится, потому что это аромат более такой, он чистый, он летящий, он более диффузный, чем старая версия. Мне очень нравится и новая, и старая версия. Самую первую я не пробовала, но мне кажется, она такая прям еще более густая, еще более насыщенная, возможно, еще более сладкая, потому что эта версия, я бы вообще ее сладкой не назвала. И есть в аромате как будто бы такой очень-очень отдаленный аромат макарон. Вот этой миндальных макарон. Они же из миндальной муки делаются. Но он прям на отдалении. То есть больше это все-таки для меня аромат именно косметический. Аромат, который у меня появился недавно, но мне он уже очень нравится. Я его люблю. Микалев, опять же, Анда Рояль Манго, версия Нектар. Я тут чувствую прям такой созревший, спелый манго. Тут есть, кстати, еще шоколад и малина, но мне недавно в Телеграме, подписывайтесь на мой Телеграм-канал Victoria Day Life, кстати, мне в Телеграме подписчица написала, что ей вообще аромат этот не понравился, и она не чувствует тут манго вообще от слова совсем. Я интерпретирую ее слова от слова совсем, она не писала. Она чувствует здесь малину, скорее даже варенье малиновое. И когда она мне это написала, я потестила аромат и думаю, да, и малиновое варенье я тоже тут ощущаю. Но мне тут отчетливо положили манго, немножечко с хвойным оттенком, мягкий. Для меня, кстати, это аромат мягкий. Это правда вот нектар. Хотя есть еще парфюмерная вода, я ее не пробовала, мне даже интересно, вот у нее есть такой эффект. Для меня это правда нектар. Он такой тягучий, он густой, и для меня здесь и манго есть, и да, есть малиновое варенье. Шоколад я, кстати, не чувствую. И есть какая-то нота, я не могу ее распознать, я не могу ее описать. Я ее не встречала раньше. Это что-то как будто похожее на табачный лист.
Возможно, тут такие пачули, тут есть пачули. Возможно, это они. Как будто какой-то вот немножечко сухой табачный или, может быть, сухие пачули. Этот аромат, он, знаете, вот такой про человека, который так вот плывет, плывет медленно, но к своей цели. Знаете, как река. Как река. Вот и вода, кажется, да, в наводнении я узнала, что вода обладает невероятной силой. Она за несколько часов просто развалила несколько городов. Вот я такого не видела никогда. Ладно, вернемся, не хочу туда погружаться сейчас. В общем, вода — это очень сильно, это очень мощно. Она кажется спокойной, да, вот мы смотрим иногда на спокойной, но в ней столько силы невероятной. Не будите лихо, как говорится. Поэтому вот я такой же человек. Я не буду бегать и суетиться без дела. Я должна, ну, то есть не то, что я должна. Я встану, пойду, буду делать то, что мне нужно, либо когда у меня есть цель, я буду делать все, чтобы к ней прийти, но я всегда буду думать. Я буду думать, это для меня обязательно, даже не столько, иногда у меня не может быть четкого плана, потому что иногда мы действуем в обстоятельствах неопределенности, но у меня тогда должна быть какая-то стратегия, тактика, и это я обязательно всегда продумываю. Это для меня очень важно. То есть я не человек-суета. Совершенно нет. Я не буду бегать, делать все подряд. Мне нужна концепция, мне нужно больше основательности. Это Tom Ford Black Orchid туалетная вода. Это легкая версия, разбавленная цитрусами, но не кислыми. Да, я бы сказала, что тут скорее, возможно, бергамот. Тут нет какой-то прям такой кислинки очень явной. Но аромат намного легче, чем парфюмерная вода. И я тут чувствую, как будто бы трюфельное шоколадное мороженое есть в аромате сливочное. Crystal Noir от Versace, кокос, сандал. Они оба немного рассольные. Это белоцветочность, но она здесь, знаете, когда он уже на коже такой разогретый, когда аромат раскрылся, чувствуешь в нем вот эту кремовость. Вот тогда ее ощущаешь. И как будто ты вышла из моря, на тебе высохла вот эта морская вода, осталась соль и масло кокосовое. Открываешь крем и чувствуешь вот этот аромат крема. И ты думаешь, надо бы все это с себя смыть и просто нанести крем после солнца, после загара, чтобы успокоить кожу. Вот как-то так. У меня, кстати, никогда не было, вот до того, как я стала здесь жить, у меня не было ассоциации вот этой ни с кремом для загара, ни с морем, ни с соленой водой, не было. Вот только здесь появляется. Потому что парфюмерия, конечно же, очень зависит от того, какой у нас бэкграунд, какой у нас жизненный опыт. Так мы его и описываем, так мы его и воспринимаем. Поэтому некоторые люди, Альдебаран мне все покоя не дает, мне просто пишут, мне просто продолжают писать под видео. И, знаете, такие противоположные отзывы. Кто-то просто пишет, что это шикарный, любимый, комплиментарный. Кто-то пишет, что это воняет, это ужасно. И настолько разные отзывы. Я думаю, что потому что у людей разный опыт, разное восприятие, но опять же разная кожа и разный климат, разная погода. Поэтому такие разные бывают отзывы на парфюмы. Все, друзья, у меня получилось бесконечно огромное видео. Я, конечно, что-то буду вырезать. Я очень вам благодарна, что вы были со мной на протяжении всего этого видео. Обязательно напишите комментарий, поставьте палец вверх, пишите про вашу коллекцию, как у вас там в соотношении с теми ароматами, которые отражают вас, вашу жизнь, ваш образ жизни, мысли. И ароматы, которые просто понравился запах, вы его купили и вот подходите иногда к флакончику, нюхаете его, закрываете, ставите и понимаете, что как бы вроде и вас не отражает, не хочется его надеть, хотя запах шикарный, вроде бы и некуда, и даже и незачем, и вот он стоит только из крышечки понюхать и все.
Пишите, мне интересно. Все, спасибо, что были со мной. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Всех целую, обнимаю. Обязательно будьте счастливы. Всем пока-пока.